Добро пожаловать на мой канал «Готовим просто, вкусно, быстро». В канун новогодних праздников хочу предложить вашему вниманию 3 рецепта похмельных супов. Готовьте их заранее. А приготовив все заранее, вы просто насладитесь вкусом этих супов. Каким именно, решать вам. Такие супы будут палочкой-выручалочкой не только в праздник, но и в будни, так как их можно приготовить сразу на несколько дней. От этого они не станут хуже, а наоборот, вкус будет более насыщенным. Только не нужно каждый раз греть всю кастрюлю. Щи из кислой капусты. Готовить можно на мясном, грибном или рыбном бульоне. Я буду готовить их на более легком курином бульоне. Наливаю воду и кладу куриное бедрышко. Кожу я с него сняла, так как курица магазинная. Если будете варить с кожей, то рекомендую первый бульон слить и варить на втором. Мясо закипело, солю его, добавляю зелень петрушки. Можно положить луковицу и морковь. И варю 30 минут до готовности. Пока варится мясо, подготовлю другие продукты. Беру квашеную капусту. Если она очень кислая, то немного промойте ее в холодной воде. Но не сильно. Сейчас должна присутствовать именно эта кислинка. Если вы варите уже совсем правильные щи, то капусту для них тушьте отдельно, в небольшом количестве воды с маслом в течение 40 минут. Но я буду делать так, как привыкла. Нарезаю картофель. Лук шинкую мелкой соломкой. Вы можете нарезать его, как вам нравится. Морковь натираю на терке. Мясо сварилось, бульон я процеживаю. Ставлю его обратно на плиту. Когда он закипит, кладу туда капусту. Накрываю крышкой и варю 40 минут. Минут через 20 добавляю к ней картофель. Некоторые утверждают, что он не сварится кисло среди. Нет, все варится замечательно. Просто все зависит от сорта самого картофеля. Делаю поджарку. Обжариваю лук и морковь. Добавляю туда томатную пасту. Все хорошо перемешиваю. Еще немного тушу на среднем огне. Поджарку добавляю сразу же после картофеля. Накрываю крышкой, убавляю нагрев. Не нужно, чтобы щи бурлили. Они должны вариться на медленном огне. Если через 40 минут капуста будет недоваренная, то можно еще проварить минут 10. В готовые щи за 1-2 минуты до готовности добавляю сухой укроп и лавровый лист. Можно добавить толченый чеснок, но он мне больше нравится в тарелке. Даем щам настояться, а перед праздником их можно сварить накануне. Они будут еще вкуснее. Наливаем в тарелку, добавляем укроп и петрушку. Кладу немного толченого чеснока, сметану. Все, можно есть. Солянка сборная мясная. Бульон для нее можно приготовить заранее. Для ее приготовления я буду использовать 2 сорта мяса и колбасные изделия. Наливаю в кастрюлю воду и кладу туда постную свинину и куриную грудку. Можно взять говядину, телятину. Берите мясо, какое любите. Ставлю его варить на 20 минут. Это для грудки. Свинину буду варить дольше. Бульон закипел, снимаю накипь, огонь убавляю, солю. Грудка сварилась, убираю ее свинину, варю до готовности. Готовую свинину вынимаю, убираю остывать. Бульон процеживаю. Пока остывает мясо, подготовлю остальные продукты. Мелко шинкую лук. Огурцы очищаю от кожицы. Если она тонкая, то можно этого и не делать. Если у огурцов большие семена, то лучше их удалить. И нарезаю их мелким кубиком. Нарезаю мелкой соломкой остывшее мясо, куриную грудку и свинину. Я буду использовать сардельки, сосиски и сырокопченую колбасу. Снимаю с них оболочку и шинкую все соломкой. Вы можете использовать любой набор мясных изделий, но главное берите качественные продукты. Не стоит использовать дешевые сосиски и колбасы. Все продукты подготовили. Наливаю в сковороду немного масла. Можно сделать поджарку на свином сале. Кладу туда лук,
Слегка обжариваю его, добавляю томатную пасту и пастерую. Томатную пасту можно пастеровать отдельно от лука. Готовый лук пока уберу. Выкладываю огурцы в сковороду, добавляю немного бульона, накрываю крышкой и припускаю их в течение 5 минут. В кипящий бульон выкладываю огурцы. Спассерованный лук с томатной пастой. Вливаю процеженный огуречный рассол для придания солянки более острого вкуса. И кладу подготовленные мясные продукты. Накрываю крышкой и варю все это на медленном огне 5-10 минут. Я добавила маринованный перец, этого делать не обязательно. Кладу лавровый лист, маслины, можно оливки или каперсы. Если кто-то их не любит, то можно положить в тарелку. Я добавила свежую зелень, это по желанию. Накрываю крышкой, даю супу немного прокипеть на медленном огне, буквально 1-2 минуты. Выключаю, даю ему немного настояться и подаю к столу. В тарелку добавляю лимон, сметану и свежую петрушку. Солянка получилась очень вкусная, острая, с густым насыщенным мясным вкусом. Рассольник ленинградский. Основной составляющей частью рассольника являются соленые огурцы. В качестве приправы идет рассол. Для ароматизации добавляют корень петрушки или сельдерея. Варится он на мясном, рыбном или грибном бульоне. Используют перловую крупу. Я буду варить на курином бульоне. Наливаю холодную воду. Кладу туда куриные бедра. Кожу я с кур предварительно сняла. Если вы этого не делаете, первый бульон слейте и варите на втором. Беру перловую крупу. Я ее предварительно замочила в холодной воде. Примерно на час. Можно и дольше. Промываю. Варится она отдельно. Если ее просто добавить в бульон, то он становится слизистым, приобретает темный цвет. Выбирайте хорошую крупу, так как некоторые производители добавляют в перловку еще и ячку. Кладу перловку в кипящую воду, огонь убавляю и варю ее 20 минут. Пока все варится, подготовлю остальные продукты. Картофель можно нарезать брусочками, но я режу мелким кубиком. Мне так больше нравится. Мелко шинкую лук. Если есть лук-порей, то можно использовать еще и его. У меня, к сожалению, его нет, поэтому я буду использовать только репчатый лук. Огурцы нарезаю ромбиком. Если у них толстые кожицы и большие семечки, то кожу чистим, а семена удаляем. Лучше всего брать соленые огурцы. Перловка сварилась, сливаю воду, промываю ее, пока убираю. Готовый бульон процеживаем. Даю ему закипеть, кладу в него перловку и ставлю варить. Пока варится суп, буду припускать огурцы. Наливаю в них бульон, накрываю крышкой и варю таким способом 15 минут. Пока припускаются огурцы, обжариваю лук. В него можно добавить буквально пол чайной ложки томата для цвета, но можно этого не делать. Через 20 минут добавляю картофель и варю все до готовности. За 5-10 минут до конца варки отправляю в кастрюлю припущенные огурцы, мясо, затем лук. Буквально за 1-2 минуты до конца варки выливаю полстакана процеженного огуречного рассола. Кладу лавровый лист, зелень укропа и петрушки. Смеси перцев и даю суп прокипеть на медленном огне. Рассольник выключаю и даю ему настояться. Лавровый лист удаляю. Наливаю суп в тарелку. Кладу сметану. Все, можно есть. Суп получился остро-кислый благодаря огуречному рассолу. Вот такие 3 супа мы с вами приготовили. Как я уже сказала, выручат они вас не только в праздничные дни, но и в будни. Все ингредиенты будут указаны под видео. Если вам понравился рецепт, то поделитесь всеми в соцсетях. Если вы еще не подписались на мой канал, обязательно сделайте это. Впереди еще много простых и разнообразных рецептов. Оставьте свой комментарий, а какие похмельные супы готовите вы. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.